Всех рад приветствовать на нашем канале. Мы уже потихоньку начали готовиться к летнему сезону и решили заказать себе небольшую коптильню. Вот уже приехала посылочка, и сейчас вместе с вами я ее распакую. После чего покажу краткий обзор и расскажу об основных характеристиках данной коптильни. Итак, открываем нашу посылку и смотрим, что там в середине. Вот она, наша коптильня. Сейчас мы ее достанем. И вот я ее достал. Коптильня очень компактная, довольно аккуратно сделана. Предназначена она для горячего копчения мяса, рыбы, сала, овощей, фруктов и так далее. Ее наружные габариты: длина 40 см, ширина 31 и высота 28 см. Вес коптильни 10 кг. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что у нас в середине. Здесь есть две такие ручки, за которые очень удобно открывать крышку. Открываем и сразу видим вот такую вот краткую инструкцию. Здесь буквально один листик. Я так понимаю, что здесь очень коротко написаны основные характеристики и инструкция по эксплуатации. Дальше мы видим пакеты с опилками. Я сразу заказал много опилок, чтобы потом нигде не ездить, не искать и не заказывать. Вот. Здесь есть такие опилки. Вот как они выглядят. Ольха. Вот еще ольха. Ольха. Микс. Ольха, черешня. Еще ольха. Но ольха вообще самое популярное дерево для копчения, поэтому я заказал ее больше всего. Далее у нас здесь идет такая решетка. И еще 3 пакета опилок. Это яблоня. Еще яблоня. И еще одна яблоня. Кстати, один пакет с ольхой и шел в комплекте с этой коптильней. Смотрим. Дальше у нас идет вот такая решетка. Сейчас будем разбираться, что для чего. И вот такой поддон. Все, вот коптильня. Вот так выглядит в середине. В середине длина коптильни 35 см, ширина 27 см и высота тоже 27 сантиметров. Это я сказал габариты коптильной камеры. Сейчас я коротко расскажу, как происходит процесс копчения в данной коптильне, то есть как она собирается. Ну а в дальнейших видео уже на практике будем вместе коптить разные продукты. Итак, несмотря на относительно сложный процесс копчения, сам процесс сборки коптильни достаточно простой и интуитивно понятен. Вначале на дно коптильни ложим небольшое количество щепок, после чего берем вот этот поддон. Здесь с обратной стороны, как видите, есть вот такие 4 ножки небольших, а сверху вот такие 2 длинные ручки. Этот поддон предназначен для стекания жира. То есть он ставится вот так сверху над щепками. Как видите, поддон по размеру немного меньше, чем коптильная камера. И за счет этого по кругу образуется вот такая щель между поддоном и стенками коптильни. Получается, что во время копчения, когда опилки нагреваются, они выделяют дым. Дым выходит через вот эти щели по кругу. Наши продукты нагреваются и жир скапывает на поддон. То есть если поддон убрать, жир капал бы непосредственно на сами опилки. И ну, это, как понимаете, не совсем хорошо. То есть они могут начинать загораться, могут наоборот тухнуть.
а также когда падает жир на горячие опилки, соответственно, может выделяться какой-то неприятный дополнительный запах. И мы не получим уже того качества копчения, который нам могла бы дать наша щепа. Теперь нам осталось поставить решетки, на которых будут находиться наши продукты. Если помните, вначале я показывал две решетки. Одна была с ручками, другая без ручек. Так вот, первая ставится та решетка, которая с ручками. Ставим первую решетку. Сюда ложим продукты. И поскольку у нас коптильня двухъярусная, ставим второй ярус. Вторая решетка идет без ручек. И сюда также ложим продукты. И после того, как мы коптильню полностью загрузили, накрываем ее крышкой. И сейчас расскажу про самое главное преимущество данной коптильни. В этой коптильне есть такая замечательная суперфункция, как гидрозатвор. Это позволяет использовать данную коптильню не только на улице, но и дома прямо на кухне. Сейчас покажу, что это такое. Как вы уже успели обратить внимание, по кругу всей коптильни идет такая глубокая канавка. Когда мы коптильню полностью загрузили, закрываем крышку, вот так вот ровно ее выставляем и в эту канавку заливаем воду. У нас получается стопроцентная герметизация крышки. И единственный выход для дыма — это вот этот маленький штуцер. И когда мы коптильню ставим, например, на газовую плиту, на этот штуцер одеваем шланг. Диаметр этого штуцера 14 мм. И вторую часть шланга выводим или же в вытяжку, или же в форточку. При этом спокойно коптим и не боимся, что вся квартира будет в дыму. В принципе, все. Получился вот такой небольшой обзор. Как я уже обещал, в дальнейших видео мы будем показывать все это на практике, то есть будем коптить разные продукты. Я думаю, что будет интересно. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч. Пока.